Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Тема сегодняшнего видео – быстрая и внеплановая пересадка орхидеи симпозиального типа методом перевалки. Проще сказать, сегодня мы пересадим Анцидопсис Бартли Шварц, который продается под торговым названием Камбрия. Камбрия – коммерческое собирательное название орхидей, выведенных специально для комнатного выращивания. Первые экземпляры гибридных растений были получены в 1911 году. С тех пор имя Камбрия объединяет обширную группу орхидей со сходными условиями выращивания. Внешний вид цветов чрезвычайно разнообразен, но существуют и общие характерные черты. Для всех камбрий характерен побеговый рост, овальные псевдобульбы и узкие длинные заостренные листья с параллельным жилкованием. Соцветия содержат от 3 до 7 цветов. Камбрия может зацвести в любое время года в зависимости от условий окружающей среды. Ее легко выращивать и разводить. В отличие от фаленопсисов, камбрии можно выращивать в непрозрачных горшках из дышащих материалов. Корневая система растения должна полностью заполнять емкость. Пересадка требуется лишь тогда, когда из-за тесноты камбрия приостанавливает рост. Желательно делать пересадку по определенным правилам. И сегодня мы обязательно обратим пристальное внимание на все основные моменты пересадки. Это растение я выращиваю из 2 бульб, купленных более 2 лет назад в нецветущем состоянии. Что это за камбрия, я не знала. И цветение этого анцидопсиса было для меня полнейшим сюрпризом, но очень приятным. Сейчас у этого растения 10 полноценных бульб и 3 новых роста. В результате содержания орхидеи на открытом балконе и сильных приморских ветров орхидея упала. Сама она не пострадала, а вот горшок ее разбился. Поскольку орхидея очень давно переросла емкость, в которой растет, пересадка была очень даже кстати. Давайте снимем старый разбившийся горшок и посмотрим, как росла орхидея эти 2 года. В посадке у орхидеи есть фитиль, и это дает мне свободу передвижения. Расположив орхидею на фитиле, я могу оставить ее на 2-3 недели, не волнуясь и не переживая. Еще 2-3 года назад в качестве дренажа в каждую посадку я использовала керамзит крупной фракции. Сейчас от использования керамзита в качестве дренажа я отказалась и вместо него использую кокосовое волокно. Все это время орхидея росла в стандартном горшке диаметром 12 см и прекрасно освоила все пространство. Корневой ком сформирован и занимает все отведенное для него место. Обратите, пожалуйста, внимание, у новых ростов начался процесс корнеобразования, а это значит, что это самое лучшее время для пересадки или перевалки растения в новую посадку. Я не буду делить это растение или каким-либо образом нарушать корневой ком. Все оно целиком пойдет в новый горшок чуть большего диаметра. У симпозиальных орхидей нет таких толстых корней с большим количеством слоев филамена, как у фаленопсисов, поэтому субстрат таким орхидеям нужно подбирать более влагоемкий и более воздухопроницаемый. Основой для субстрата я, как всегда, выбираю кору хвойных пород деревьев мелкой фракции. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что не субстрат и не его качество определяет характер развития вашей орхидеи. Его определяют условия содержания, то, как тщательно и выверенно вы смогли их подобрать, и качество вашего ухода. Для улучшения воздухопроницаемости субстрата к коре я обязательно добавляю кокосовое волокно, кокосовые чипсы, шарики пенопласта и мох, резанный мох, сухой или живой.
Мох подойдет абсолютно любой, не обязательно дорогой и приобретенный, из сквера, из парка рядом с домом или из леса. В летнее время я помещаю собранный мох вот в такие контейнеры, периодически подливаю туда воду, и мох прекрасно растет. У меня самый обыкновенный городской мох из сквера рядом с домом, и я его перед посадкой ничем не обрабатываю, просто промываю обыкновенной проточной водой. Этот мох прекрасно осваивается внутри посадки и в дальнейшем начинает расти, благотворно влияя на корневую систему орхидеи. Для новой посадки я выбрала пластиковый горшок объемом 2,2 литра, который существенно превышает объем предыдущего горшка, что позволит обойтись без пересадки еще несколько лет. Корневой ком орхидеи полностью помещаем в новый горшок, а свободные пространства засыпаем подготовленным субстратом. Поскольку новые побеги у данной орхидеи растут в 3 разных направлениях, орхидею внутри горшка я центрую. Для экономии вашего времени сам процесс закладывания субстрата в свободные пространства горшка я показывать не буду, а покажу лишь конечный результат своей работы. Вот так выглядит горшок, наполненный субстратом, и анцидопсис в нем. После окончания адаптации растения в новой посадке верх субстрата я заложу живым мхом. Вот так выглядело растение сразу после пересадки. Поскольку корневая система орхидеи не травмировалась, полив орхидеи произведен сразу и в полном объеме. А вот так орхидея выглядит спустя 2 недели после пересадки. И поскольку с пересадкой мы уложились всего за 7 минут, я немного расскажу вам об условиях содержания данного вида орхидей и уходе за ним. Для начала давайте обратимся к рекомендациям производителя. Субстрат хорошо вентилируемый, быстро просыхающий, подойдет торф. Освещенность средняя. Допустимы прямые солнечные лучи несколько часов в день, окна восточной и западной ориентации. С весны и до поздней осени мой анцидопсис растет на открытом балконе юго-восточной ориентации и выдерживает прямые солнечные лучи без притенения до 6-8 часов в день. Когда длина светового дня в вашем полушарии станет менее 12 часов в сутки, орхидее потребуется досветка. Минимальный световой день для орхидей данного вида 12-14 часов в сутки. Тотальные просушки камбрий обычно заканчиваются полной утратой их корневой системы, поэтому производитель рекомендует обильный полив данного вида орхидей 2-3 раза в неделю. Кроме того, для данного вида орхидей производитель рекомендует повышенную влажность воздуха – более 60%. На мой взгляд, это требование не всегда и не совсем обосновано. В моих условиях городской квартиры, без повышения влажности воздуха, то есть при отсутствии увлажнителей, камбрии прекрасно растут и великолепно цветут. Цикл цветения конкретно взятого моего растения анцидопсиса Бартли-Шварц составляет примерно 9 месяцев. Несколько последних раз подряд у этой орхидеи формировалось сразу 3 новых роста, которые в дальнейшем процветали сразу по 2 цветоноса. Таким образом, максимальное цветение было на 6 цветоносов и 42 цветка. Отвечая на вопрос об ароматности орхидей, могу в очередной раз сказать, что ароматных видов орхидей очень много, и это один из них.
Когда мои ароматные орхидеи находятся в самом начале цветения, то есть цветут на 1, 2, 3 цветоноса, их аромат я вполне сносно переношу. Но когда они находятся в полном распуске и количество цветов зашкаливает, находиться в одной комнате с этими орхидеями для меня просто невозможно. И если это летний период, то орхидею вполне можно вынести на открытый балкон, а вот в зимнее время или начально-весеннее мне приходится выносить эти орхидеи в другие комнаты. И тут передо мной всегда стоит выбор, что делать: лицезреть цветение своей орхидеи и мучиться от дикой головной боли, или не видеть цветение орхидеи и не страдать головной болью. К счастью, буквально через неделю-две после начала распуска аромат орхидеи становится менее ощутимым, и ее вполне можно возвращать на свое привычное место. Каждый конкретно взятый цветонос цветет недолго, месяц-полтора, но если цветоносы распускаются последовательно, период цветения может растянуться до 3-4 месяцев. На мой взгляд, все симподиальные орхидеи просто неубиваемые, они могут возродиться буквально из одной бульбы. И надо суметь и очень постараться, чтобы довести орхидею подобного вида до гибели. И самыми главными ошибками, на мой взгляд, у начинающих орхолюбителей является непонимание роли света и воды в уходе за этой орхидеей. Производитель рекомендует подкармливать этот вид орхидей в период интенсивного роста, то есть в периоды наращивания новых побегов. Как многие из вас знают, я не употребляю в уходе за орхидеями ничего химически синтезированного, ни удобрений, ни активаторов, ни стимуляторов, ни фитогормонов. Я использую все натуральное, все природное и 100% экологически чистое. Мои симподиальные орхидеи тоже не являются исключением и получают уход в виде травяных настоев регулярно и постоянно. Все рецепты травяных настоев, настоек, сывороток и соков из лекарственных трав собраны в плейлисте «Целебные снадобья для орхидей». Ссылку на этот плейлист я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. И если сегодня наш разговор зашел о других видах орхидей, не о фаленопсисах, я покажу вам полный распуск моей бордовой ванды. Кому-то из-за странности цветопередачи эта ванда показалась розовой, но это не так. У нее глубокий, насыщенный винный цвет. Первый раз в своей жизни эта ванда цветет на 2 великолепных цветоноса. И это самое грандиозное цветение этого растения из всех, которые мне доводилось видеть. В комментариях у меня часто спрашивают, бывают ли ванды ароматными. Все мои 4 ванды имеют аромат. И если в случае с камбриями аромат раздражающий, сильный и навязчивый, то в случае с вандами аромат нежный, приятный и дурманящий. Эта бордовая ванда пахнет розой. Всякий раз я боюсь, что это цветение может быть сорвано, поэтому решила всеобщую любимицу показать раньше основного видео. Как только погода вновь восстановится, ведь у нас очередной шторм с ливневыми дождями и штормовым ветром, я обязательно досниму все ванды в полном распуске и покажу вам их в отдельном видео. А теперь под аккомпанемент невероятно масштабных видов полуострова Эгершельд в городе Владивостоке и глядя на Японское море, я напомню вам, что 14 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео,
Подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.